Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаю для представителей знака Водолей на месяц февраль. Давайте посмотрим, что ожидает Водолеев, какие карты вам выпадут сегодня и что интересного у вас произойдет в феврале месяце. Напоминаю, что это общий таро-прогноз, он не персональный, не индивидуальный, но, надеюсь, большинству из вас он подойдет. Окажется полезным, пишите ваши комментарии, отзывы оставляйте обязательно. И также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал. Итак, Водолей, давайте посмотрим, что же происходит у вас в феврале. Что интересного произойдет у вас и к чему нужно быть готовыми. Итак, Водолей. Первая карта у вас двойка жезлов. Интересно, двойка жезлов, да? Карта двойка жезлов обычно говорит про какую-то ситуацию двойственности, то есть нескольких вариантов, которые у вас будут возникать, и нужно будет принимать решение, делать выбор, соответственно, для вас это будет важным чем-то прям фундаментальным в феврале месяце, когда по двойке жезлов вам нужно будет выбирать, оставаться на том пути, который у вас есть сейчас, либо выбрать какую-то новую возможность, которая, возможно, даст лучший результат, к примеру. И вы здесь можете интересоваться этими предложениями или этой возможностью. Вы можете здесь активно рассматривать какие-то варианты. При этом вы здесь же по этой карте, по двойке жезлов, можете и заниматься таким своего рода планированием, да, когда вы планируете будущие поездки, планируете какие-то ваши дальнейшие действия, в целом стратегию выстраиваете ваших действий, потому что вы очень планомерны и вы далеко смотрите, вот как на этой карте, он смотрит далеко вдаль, вы как будто бы стараетесь предугадать дальнейшие шаги там окружающих людей или событий, которые будут в вашей жизни происходить, чтобы уже знать заранее, как поступать в том или ином случае. То есть вы здесь стараетесь предугадать, вы очень дальновидны. Карта двойка жезлов. Давайте посмотрим еще, что здесь в дополнение выпадет рядышком с ней. С двойкой жезлов для водолеев. Тут же принц мечей, карта вашей стихии, вашего воздушного знака зодиака, и в целом показывает вас, да, олицетворение ваше, где вы готовы просто бороться за какие-то свои идеалы, за какие-то свои цели, может быть, которые вы преследуете, в которых видите опять-таки перспективу. То есть вы по принцу мечей, вы упорно, настойчиво идете к своей цели, вы здесь очень храбрые будете, очень активные, вы здесь будете очень решительные, и вы не будете останавливаться ни перед какими препятствиями на вашем пути, которые будут возникать. То есть вы здесь очень и очень большим напором будете, соответственно, обладать для того, чтобы все эти проблемы, какие-то и трудности преодолеть, решить. Карта принца мечей. Карта принц мечей. Может быть, даже, как знаете, сделать что-то невозможное. То, что вот другие люди от вас не ожидают, а вы своим напором, силой, своей настойчивостью сможете это сделать. Да? Смелость города берет. То есть вот что-то такое, вот вы прям вот смотрите вдаль, в перспективу, и вы здесь решительно готовы действовать на перспективу в будущем каких-то важных для вас здесь идей. Давайте посмотрим следующую карту для вас. Карта семерка жезлов. Ну, опять-таки, в принципе, я говорила уже про варианты. Здесь будет много вариантов, много возможностей, которые вы рассматриваете. Правда, здесь я говорила 2 варианта, может быть и больше вариантов. И вы здесь планируете, фантазируете, думаете, какой вариант принесет большую выгоду, какой вариант обернется для вас лучшим каким-то там ходом событий, развитием событий. То есть вы прям планируете, вы здесь много каких-то планов на будущее строите, где-то фантазируете, где-то строите воздушные замки, но в конце концов мечты сбываются, да, возможно, кто-то здесь много мечтает о чем-то и интересуется тем, как воплотить вашу мечту, допустим, в реальность, какие действия для этого нужно предпринять. Ну, вот она, семерка кубков, мечтатель, творец, возможно, вот такие качества здесь у вас будут тоже важными по семерке кубков. Возможно, вы здесь будете какие-то
по этой карте, знаете, воплощать свои идеи в реальность. Это, знаете, как вдохновение у художника или там, у любой творческой натуры, там, у писателя приходит муза, и вот это вдохновение позволяет вам, соответственно, здесь какой-то вариант, сценарий будущего для вас развивать, который вам кажется наиболее правильным для вас и подходящим, и вы за этот сценарий боретесь. Давайте посмотрим здесь, какая карта будет у вас. Карта ближайшего прошлого, недавнего прошлого, карта шута. Могли быть какие-то поездки в недавнем прошлом, могли быть ситуации, где у вас как будто начинается новый этап, новый путь, как новая страница жизни, потому что 0 — это обнуление, это вот путь дурака начинается с нуля, да, и заканчивается 21-м арканом картой мир. То есть здесь начало пути, возможно, это для вас в ближайшем прошлом или начало февраля, это как начало пути, начало нового этапа, новой главы жизни. Не знаю, может быть, здесь вы будете готовы в начале февраля или там в конце января к каким-то спонтанным действиям, потому что вы здесь легко соглашаетесь на то, чтобы делать какие-то шаги вперед. Вы не боитесь ошибок, вы не боитесь какой-то неопределенности, которая у вас может быть. Вы не боитесь здесь, в принципе, да, действовать интуитивно или вот такой leap of faith делать, да, то есть такой шаг в пустоту, шаг в неизвестность, шаг на удачу. И вы открыты всему новому, вы открыты здесь каким-то новым возможностям, которые вам даются в этом мире. Вы готовы этот путь начать идти. И по карте Шут, да, здесь может быть вот это начало пути, а может быть поездки, у кого-то поездки, какие-то путешествия, потому что он все-таки здесь путешествует, он с котомкой за плечами куда-то идет, да, собрался в дорогу. Давайте посмотрим дальше, что здесь у вас еще будет. Карта 5 жезлов. Ну тоже настроены воинственно, настроены бороться, настроены преодолевать препятствия. Под принцем мечей выпадает 5 жезлов. Настроены справляться с какой-то конкуренцией, с какими-то разногласиями, спорами, которые возникают у вас там с окружающими. То есть, ну не знаю, такой достаточно по 5 жезлов такой месяц, наполненный испытаниями и решением каких-то сложных задач, которые у вас возникают в Водолее. Интересно, давайте посмотрим ближайшее будущее для вас. Такой небольшой будет у нас расклад, достаточно короткий, такой блиц-расклад. Снова колесница, то есть снова, по сути, поездка, движение, перемещение. Возможно, в середине месяца какие-то активные здесь поездки ожидаются у вас. Может быть, командировки, может быть, какие-то здесь будут по колеснице какие-то вопросы, связанные с транспортом, когда вам нужно будет что-то решить касаемо вашего автомобиля, допустим. Также по колеснице здесь может быть и ситуация, где вы просто прорываетесь вперед. Опять-таки, благодаря вашей настойчивости, решительности, вы делаете серьезные шаги вперед и по колеснице прорываетесь к победе, к цели. Какой-то такой серьезный шаг делаете к достижению задуманного колесницы, да, то есть прорываетесь к своей цели, вот как на дороге, да, зеленый светофор включается, и вы наконец-то начинаете движение там через перекресток, едете дальше. Вот карта колесница. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть, соответственно, у Водолеев в феврале месяце. Карта императора, карта такого властелина, карта человека, который четко понимает, чего он хочет, да, понимает, какие цели он перед собой ставит, понимает по императору, соответственно, что он отвечает за свою жизнь, своими решениями, за свои какие-то дальнейшие ситуации в жизни, именно своими поступками. И он достаточно, вот знаете, такой здесь амбициозный, и вы проявляете эти качества. Это то, как вы себя показываете, как руководитель хороший, как начальник, который руководит, да, подчиненными, как человек, который управляет своей жизнью, в конце концов, очень хорошо, человек, который принимает решения взвешенно здесь, человек, который находится в центре внимания, и окружающие как-то или обращают на вас внимание, и вы для них пример, или вы просто в этот период времени будете почему-то на виду у других людей, и по карте император как будто бы занимаете более высокую позицию. По императору в целом вы здесь будете как будто бы, знаете, опять-таки достаточно авторитетны.
Да, я уже говорила, будете обращать внимание на себя. Очень хорошо, опять-таки, стратегию выстраивать. А карта императора — человека, который планирует свою работу, который очень серьезно относится к тому, что он делает, который очень серьезно настроен на решение, опять-таки, каких-то проблем по императору и решает это все какими-то договоренностями, скорее всего, не силой, а умением, проявляя свой авторитет, уговаривать, убеждать, что-то в таком вот духе делать. Давайте посмотрим следующую карту. Это ваше окружение, соответственно, что происходит вокруг вас. Может быть, как вас окружающие видят, замечают. Тройка кубков. Вокруг вас тройка кубков. Может быть, большое количество людей. Возможно, общение с большим количеством людей, друзей, родственников. Тройка кубков, да, кубки, веселье. Эти люди, скорее всего, настроены очень оптимистично, очень жизнерадостно, может быть, с чем-то вас поздравляют, тройка кубков, поднимают кубки. А в целом здесь очень много радости, которую они испытывают. То есть в вашем окружении хорошие достаточно эмоции, в вашем окружении, вокруг вас, и люди, которые рядом с вами, они транслируют вот такой вот позитив и, возможно, желание порадоваться за ваши достижения. Следующая карта — карта ваших страхов или, может быть, ваших надежд. Ну, давайте посмотрим, что здесь будет, потому что такое двойственное здесь значение. Может быть, и здесь пятерка пентаклей. Я думаю, что это точно не про надежды, это про страхи. Здесь есть страх по пятерке пентаклей, либо столкнуться с какой-то потерей. Да, вы как будто боитесь, опасаетесь невезения, или боитесь того, что вы потеряете деньги, что у вас не будет финансов, не будет там средств к существованию, не будет какой-то финансовой подушки, или что вы по пятерке пентаклей окажетесь как будто бы без внимания окружающих, за закрытой дверью, да, как будто бы вами не интересуются, пренебрегают. Вот это то, чего вам не хочется, чего вы боитесь. Но здесь больше все-таки по пятерке пентаклей, да, изображена такая вот ситуация, где там светится окно в этом доме, да, они вот такие бедные, несчастные, снегом их здесь заносят, они идут мимо этого дома. То есть ощущение вот, что вы боитесь быть такими брошенными, оставленными без, может быть, материальной какой-то подушки, да, финансовой подушки безопасности для себя. Боязнь также столкнуться с какими-то неприятностями, которые повлекут за собой определенные расходы дополнительные денег, может быть, какие-нибудь там, не знаю, не дай бог, боязнь заболеть, не дай бог, боязнь что-то, там, чтобы сломалось, что-то нужно было покупать, докупать, что-то такое делать. То есть вам не хочется этих дополнительных расходов, которые могут быть. Вы об этом очень серьезно можете как будто бы задумываться. И карта «Итог» — это не обязательно конец месяца, но это вот итог этого расклада именно для Водолея на февраль месяц. Здесь карта «Пятерка мечей». Желание победить любой ценой. То есть пятерка мечей — это карта человека, который боится неудачи или боится проигрыша или какого-то позора, боится, чтобы его не восприняли трусом, неудачником, и поэтому, используя все методы, доступные ему, да, все методы используя, пытается достичь поставленной своей цели и в чем-то победить. То есть используя любые способы прийти к победе, прийти к своей цели, независимо от того, какой ценой это будет, какие потери, возможно, придется здесь повлечь при этом, при всем, возможно, или в каком свете там, да, предстать перед другими людьми. Вот она, пятерка мечей. Иногда это как победа в одиночестве, когда вы можете победить, но за вас никто не радуется. Но здесь по тройке кубков, скорее всего, в вашем окружении люди искренне рады тому, что у вас удается решение этих проблемных ситуаций, вы явно прорываетесь вперед, и вы ведете себя как лидер, да, и на вас внимание обращают, и вас, скорее всего, поздравляют с этим прорывом вперед. Но при этом пятерка мечей показывает, что вы здесь, возможно, какие-то не совсем и честные методы используете или пренебрегаете чьими-то интересами для достижения интересов своих. Итак, дорогие водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на февраль месяц мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.